У вас такое было, вы ходили на выборы без выбора. Ну, то есть какие-нибудь выборы, где ни один из кандидатов, который надо выбирать, вам не нравится. Вот у нас сегодня был такой день. У нас сегодня в Буэнос-Айресе день выборов. Мы выбираем депутатов, которые будут представлять Буэнос-Айрес, город. Ну и плюс потом от них будут представляться там в Конгрессе, в том всем, ну, в общем, депутатов выбираем. И вот этот день объясню, как проходит. Значит, сегодня выборы, день выборов. Я уже сходил, проголосовал. Электронные билеты вот эти. Типа такая машина электронная, куда ты там засовываешь свой лист. Она там выдает тебе всех кандидатов, и ты типа, нажимаешь, какой тебе нравится. Оно печатается на листе, бросаешь в урну, расписываешься, все окей. Все прикольно. Факт не в том. Факт в том, что кандидаты, которые там представлены, мне никто не нравится. И я думаю, так очень часто у людей бывает. И какой есть выбор? Первый выбор – это не пойти на выборы, да? Ну, если тебе не нравится ни один кандидат. Второй выбор – это проголосовать, называется voto in blanco. То есть проголосовать чистым листом. То есть не пойти на выборы, но никого не выбрать. Третий, как мы всегда и делали, это голосовать против кого-то. То есть тебе какой-то там не нравится кандидат, и ты решил, думаешь, да, не буду, я вообще проголосую против того кандидата, да, типа возьму хоть кого-то, лишь бы не этого. И одним словом, хорошо, когда, конечно, у тебя есть конкретно кандидат, за которого ты хочешь проголосовать. Это вообще идеальный вариант, тогда это видео не для них. Так, сейчас мы развернемся, чтобы прогуляемся под железной дорогой. Кто не знает, это вверху железная дорога проходит, а под железной дорогой у нас вот такой есть райончик. Китайский район Буэнос-Айреса. Идем дальше. Значит, мы нашли еще один вариант, как можно проголосовать. Потому что если ты не пошел на выборы, значит это плохо. Почему это плохо? Да потому что на выборы пойдут другие и проголосуют без тебя. Ты можешь сколько хочешь дуться, но тогда проголосуют за того, за кого хотят, а не за того, которого ты хотел. Вместо тебя это сделают. Если ты пошел на выборы и порвал свой бюллетень или проголосовал белым листом чистым, или почеркал, испортил, это тот же самый вариант. То есть, в принципе, ну как бы ты не стал никого выбирать, и за тебя сделают выбор другие. И это тоже получается не очень хорошая история. Значит, у нас на выборах, так как сегодня выборы, а я хочу фильм сегодня поставить, я не могу рассказать про кандидатов, но я могу рассказать про общее настроение, почему и как. Значит, одна партия, это которая мы называем популисты, которые все время кричат с балконов. Знаете, было раньше такое, что выходит кто-то и орет на балкон: мы пойдем к светлому будущему, мы пойдем к светлому будущему. Вот смотри, какой дракон зеленый на вас смотрит. И вот это популисты, они мне не нравятся. Потом вторая партия, как у нас называется, продажа дыма, вендеумо, то есть которые вам все время рассказывают дымовые завесы, которые будем жить так, но потом делается все по-другому, будем делать это, но потом будет делаться все по-другому. В общем, продажа дымовых завес. Третьи, которых или очень мало, и даже если ты за них проголосуешь и все остальное, они ничего сделать не смогут, потому что пусть даже они более-менее считаются, ну, как бы нормальными, хотя там нормальных вообще не было сегодня. Но каждого свое, каждый свое. Кто, кому, может, и было. Но факт в том, что нашли мы другой вариант. Как можно дальше проголосовать по-другому? Оказывается, можно проанализировать всех, кто что делал, кто что не делал, кто с кем был, когда с какой партии в какую он перебежал. И есть же такие, которые носятся туда-сюда по партиям, как это самый, как Бобик за всеми голодный, знаете, типа, сегодня эта партия правит, он сегодня с теми, завтра другая партия правит, он завтра с теми. У нас таких очень много кандидатов есть. И бывших кандидатов, которые выбирались от одной партии, оказались в другой и так дальше. Ну, плюс там коалиции всякие поделают. Так факт не в том. Факт в другом. Оказывается, можно выбрать еще такой вариант.
можно выбрать, кто меньше навредит. Прикидывайте, не кто лучше всех, а кто меньше принесет вреда. То есть вы просто анализируете, кто меньше всех может принести вреда нашему городу. Как бы по подсчетам, по аналитике. Ну, допустим, эти навредят столько, эти столько, эти столько. Вот этим сегодня мы и занимались. Мы сегодня выбирали не против кого-то, мы сегодня выбирали не за кого-то. Мы сегодня ходили на выборы, мы сегодня не портили бюллетени, мы голосовали, но за кандидатов, которые, по нашему мнению, хоть мы можем ошибаться, наше мнение самые профессиональные, принесет меньше всего вреда нашему городу. То есть, что они принесут вред нашей жизни и нашему городу, в этом мы никто не сомневаемся. Но мы надеемся, что те, кого мы сегодня выбрали, принесут его в меньшем размере. Так что прикидывайте, я вам даю лайфхак. Если у вас будут проходить какие-то выборы, и вы не знаете, кого выбрать, и вы думаете, пойти, не пойти, выбирайте, кто принесет меньше вреда. А пока наслаждайтесь городом Буэнос-Айресом. Смотрите. Наслаждайтесь городом Буэнос-Айресом. И то, что я рассказывал, что у нас в Буэнос-Айресе практически во всем городе, я имею в виду Капиталь Федераль, не весь большой Буэнос-Айрес, подняли железную дорогу наверх. Не ездит больше таких железнодорожных переездов, осталось очень-очень мало, только в основном на окраинах. А в основном железная дорога поднята наверх и защищена специальными звукоизоляцией. Вот это железная дорога, смотрите. Это местные электрички. Вон она идет, железная дорога, с такой звукоизоляцией совсем. А раньше вот в этих местах под железной дорогой было, как всегда, знаете, где железная дорога, там и всякие бомжи, преступники, ну понятно, поезда ходят и вот все такое, да. Теперь же под этим строятся вот такие вот ресторанчики, такие вот места все, видите, вот. О, шаурма, смотрите. Будет шаурма здесь, еще не открылась, я так понимаю. Вот, крутенько. Будем приходить, пробовать, когда откроется. Интересно, она уже открылась или нет? Вот я иду, рассказываю. И теперь сбацали такое, чтобы здесь люди могли отдыхать, чтобы это было вместо железной дороги, было вот такие вот всякие локальчики, ресторанчики. До конца еще все не достроено, но уже много чего построено. Вот, к примеру, там локали еще не заняты, еще не работают, но продолжает. И вот это все время. Так что, видите, как город расстраивается. Мы не за свой город переживаем, нам в нем жить. И сегодня мы выбирали как бы депутатов городских. Город Буэнос-Айрес, Капиталь Федераль, является автономным городом. То есть он является, во-первых, столицей всей Аргентины, во-вторых, он имеет автономных депутатов, имеет как провинция. По Конституции Аргентины он является как маленькой провинцией. Как Ватикан в Риме, к примеру, как свое государство маленькое в одном городе. Вот таким у нас в Большом Буэнос-Айресе есть Капиталь Федераль, который вот так вот выглядит, смотрите, да? Вот это все еще доделывается, бачите, написано пинтура фреска, то есть только покрашено. Ну, довольно все равно будет сейчас еще месяц-два доделается. Здесь все пооткрывается, будет звучать музыка, веселиться народ. Так что вот был пустырь, по ним шли рельсы, и на этих рельсах вечно кто-то шлялся. Знаете, да, что-то, рельсы, поезда и все такое, захолустье. А теперь вот под рельсами находится вот так, а поезда ходят сверху. Как вам такой вариант развития города? Мне кажется, довольно прикольно. Ладненько, не забываем подписываться на канал. Я немножко был приболевшим, но уже все, я отошел, так что я думаю, с понедельника мы начнем снимать. И еще дальше и больше. Ставим лайки и смотрим за новыми видео. И пишите комментарии, как вам такой вариант. Голосовать не против кого-то, голосовать не за кого-то, а голосовать за тех, кто меньше вам принесет вреда, по вашему мнению. Мне показался довольно прикольным.